Всем привет! В этом видео я вам покажу, как сделать такой скилл для лучника. И вот так это умение будет выглядеть в игре. Это умение состоит из нескольких эффектов, а сами эффекты состоят из множества компонентов. К примеру, вот эффект попадания в цель. Вот так он выглядит в замедленном движении. Разлетаются искры и расходится взрывная волна. И попутно стрела исчезает. Самый простой эффект в этом умении это вот такие трейлы, которые кружатся вокруг персонажа, как бы энергия поднимается с земли и летит в лук. Он состоит всего из двух компонентов, это сами трейлы и размытие, distortion, которые искажают трейлы. Эффект сбора энергии я прицепил на лук. Это вот такие трейлы и искры, которые летят в центр. И момент выстрела, когда стрела вылетает из лука, я сделал отдельным префабом, чтобы проще было выставить позицию этого эффекта. Также есть отдельные эффекты для самой стрелы, которая летит в цель. Передвижение стрелы я сделал через скрипт. Вот в скрипте можно выставить скорость и добавить эффект попадания. То есть, когда стрела долетает до цели, появляется префаб с попаданием. То есть, вот этот arrow hit. И когда стрела летит, она испускает вот такие мелкие компоненты, как вот дым, и за ней еще следует трейл. Но они не появляются, когда стрела стоит на месте, из-за того, что в emission выставил не rate over time, не burst, а именно rate over distance. То есть частицы появляются, когда стрела пролетает некоторое расстояние. Очень важный момент. Так как я двигаю стрелу с помощью скрипта, сами вот эти частицы не будут появляться через расстояние, если выставить стандартные настройки. Поэтому emitter velocity я с rigid body поменял на transform. Процесс создания скилла я начну с трейла вокруг персонажа. Для них нужно сделать специальную модель. Для этого я использую Blender. В Blender нужно создать Mesh, Plane. Перейти в режим редактирования через клавишу Tab и удалить два лишних триса. Далее перейти в обычный режим и перейти в вкладку модификатор и добавить модификатор скручивания. И выбрать нужную ось, чтобы получился цилиндр. Тут, мне кажется, не хватает полигона, поэтому их можно добавить. Изменив значение steps, чтобы модель получилась более ровной. И значение screw нужно выставить где-то на единичку. Даже можно сделать меньше. Потом нужно опять перейти в режим редактирования и уже редактировать вот этот сам mesh. Нижний трис нужно перетянуть немножко левее, чтобы снизу основание конуса или цилиндра, не знаю, как лучше назвать эту модель, было шире, чем сверху. И можно еще добавить парочку лишних трисов. Вот так. И сделать сверху модель более узкой. Вот как-то так. Ну, еще по центру, думаю, можно трис один добавить. И получилась вот такая модель. После этого нужно опять перейти в обычный режим и нажать кнопочку «Применить модификатор». После этого модель нужно повернуть на 90 градусов, чтобы она была направлена вверх. Rotate Y, так, минус 90. Еще перед экспортированием модели в Unity нужно изменить значение rotation так, чтобы x стояло 90. То есть нужно повернуть еще раз, rotate x минус 90, сохранить значение rotation и scale и снова нажать rotate x 90.
на клавиатуре. И нужно получить значение 90, потому что в Unity это значение будет равно 0 из-за разных осей координат в Blender и Unity. То есть, если это значение будет 0, в самой Unity модель будет иметь ориентацию rotation где-то минус 90. Поэтому нужно выставить вот такое значение. Еще нужно изменить UV-развертку модели. Вот как видите, она немножко кривая, поэтому кое-что нужно перетащить наверх через кнопочку G и нажать на колесико мышки, чтобы тащить ровно по оси Y. Так это все перетаскивается. После чего можно переименовать модель. Переименую на Twist 7. И сохранять модель нужно с настройками FBX All, чтобы модель в Unity имела размер единичку, а не 1/100. И сохраняем модель. После чего для этого эффекта нужно создать еще и текстуру. Сейчас перетащу модель. Выключу ненужные значения. Анимация и материалы я не использую в этой модели. И понадобится еще создать текстуру для этой модели. Вот примерно что-то похожее. Чтобы создать эту текстуру, нужно зайти в Google и вбить вот такое Flame Painter Online и нажать первую ссылку вот escape-motion.com. И вот откроется такая программа. Тут нужно выставить белый цвет, хаос где-то 35, симметрия единичка. И нарисовать примерно вот парочку таких линий. Сейчас не вышло красиво это сделать. И с помощью принтскрин или обычными ножницами это нужно обрезать. После чего эту текстуру нужно скопировать в Photoshop и сдвинуть ее на половину ширины картинки. После чего нужно выделить вот это, что не сходится, и нажать комбинацию клавиш Shift F5. И вот, в принципе, оно как-то стало более плавно. Еще раз Shift F5. После чего эту текстуру нужно сохранить и перетащить в Unity. Я сохраняю обычно как PNG, потому что я обычно работаю на SSTOR, и там нужно только файлы PNG, а так лучше сохранять текстуру без прозрачности как JPG. И эту текстуру нужно перетащить в Unity. Так как черный фон, так как картинки черный фон, выбираем прозрачность из черного фона. Эта галочка не нужна, ее можно отключить. И так как текстура имеет размер 512 пикселей, тут тоже нужно выставить максимальный размер 512. Потом, вот сейчас я покажу, как это выглядит в самом эффекте. Вот, к примеру, если заменить модель на то, что я только что сделал. Кстати, нужно изменить и начальный размер, сделать его чуть больше. Выйдет вот похожий эффект. И сейчас заменю, наверное, еще текстуру. А ну-ка. Вот, что вы думаете, вышло хуже или лучше? Напишите в комментариях. Так, снова поставлю 25. С новой текстурой.
Так, ладно. Выставлю, как было все изначально. Самый первый компонент — это вот такие трейлы. Они вращаются с помощью значения noise z минус 0.6 в шейдере. Этот шейдер я показывал, как сделать ранее в своем предыдущем уроке. Вот в этом, про урок магической ауры усиления. Где-то тут я показывал, как устроен шейдер. В общем, если кому интересно, можете перейти на мой канал и посмотреть этот урок. Так вот, я немножко после этого отредактировал шейдер и добавил, так, открывается Shader Editor, Amplify. Я добавил к значению шума случайное значение x, которое зависит от текстурных координат t. Я сделал это для того, чтобы положение текстуры в каждой частице имело случайную позицию. Почему я ставил значение y 0? Потому что оно отвечает за передвижение вверх-вниз, а мне нужно только смещение либо влево, либо вправо. В самой системе частиц случайное значение я задаю с помощью custom даты. Custom 1 означает, что я использую окошко custom 1, а не custom 2. Тут можно еще выбрать вот custom 2. Значение текстурных координат zv, то есть x, y, равно случайным значением zv в шейдере. Кстати, третье значение тут лишнее. Вот это значение от 0 единички задает случайное положение текстуры. Без этого каждая текстура будет, то есть каждая частица будет иметь случайное положение текстуры. Если выставить случайное значение без этого, вся текстура, все частицы будут выглядеть одинаково. И это будет не очень-то и красиво. Поэтому я вот с помощью вот этих значений задаю случайное положение текстуры. И похожим образом я сделал искажение, но для искажений я использую свой собственный шейдер. Шейдер сделан вот следующим образом. В качестве текстуры я использую карту нормалей. Это обычный Legacy Particle Ultra Blended Shader. Вот вы можете видеть его настройки. Тут я текстуру добавляю и перемножаю, чтобы получить прозрачность. Чтобы с помощью прозрачности как-то ограничить дисторцию по краям квадрата частицы. То есть я вот это все перемножаю с картой нормалей. И добавляю это все на выход. Также этот материал можно создать, используя обычный шейдер Unity. Для этого нужно создать новый материал. Назову его Distortion. Так. И нужно выбрать материал Particles Standard Until. Тут нужно выставить Rendering Mode Fade, Color Mode Additive, Flipbook Mode Blended, сделать его двусторонним, включить Soft Particles, включить дисторцию и выставить значение Blend на единичку, чтобы сам цвет не отображался, а отображалось только размытие. И в качестве размытия надо использовать какую-то свою карту нормалей. В моем случае я использую вот такую карту нормалей. И вместо моего материала я вот выберу стандартный. Так, нужно еще применить эти значения к системе частиц. Вот теперь нормально. И искажения работают отлично. Правда, для искажения я использую обычную форму цилиндра, а не модель, которую я создал для трейлов. То
То есть вот такое я использую для размытия. Для размытия я просто скопировал компонент Trails и изменил модель. Кстати, трейлы не только вращаются с помощью значения шейдера, то есть не только движутся с помощью шейдера, они еще вращаются с помощью rotation over lifetime. Без этого они будут менее подвижные, то есть с вращением это выглядит намного лучше. Также размер со временем уменьшается, чтобы при появлении на Земле они были больше, и при поднимании вверх они становились меньше. То есть я тут выбрал случайное значение между двумя кривыми. Также в начале и в конце они прозрачные, максимальная непрозрачность в середине их жизни частиц. И они движутся вверх с помощью velocity over lifetime и force over lifetime. Без этого они будут просто крутиться на Земле. Также я им ограничил скорость, чтобы в конце они немножко притормаживали. Потому что без этого они будут лететь вверх, то есть выше головы персонажа. То есть я это делаю с помощью limit velocity over lifetime. Значение dump поставил на 0,02. И чтобы они появлялись не прямо друг на месте друга, я добавил им случайный угол от 0 до 360. Поэтому, то есть, чтобы они имели случайный угол и были вот в таком правильном положении модели, я выбрал им Random Alignment Local. Без этого они будут постоянно направлены в камеру под любым углом, поэтому тут нужно выставить значение Local. И случайное значение поворота, потому что без этого они будут вращаться, начиная с одной позиции. Ну, еще тут выставил shape, но в принципе это не имеет значения, можно даже shape отключить. Я использую ее только для одной цели, чтобы они появлялись вот в таком промежутке, который я задал с помощью значения emit from volume, и длина этого volume равно 0,4 единицы. Можно сделать выше, можно сделать ниже, смотря какую модель вы используете. Теперь давайте рассмотрим эффект, когда энергия маны собирается в лук. Он может показаться достаточно сложным, но если смотреть по отдельным компонентам, на самом деле все очень легко. Для первого компонента нужна вот такая текстура. Как его сделать, я показывал в своих прошлых видео. И я не хочу повторяться, можете сами посмотреть их на YouTube. Это 14 частиц, которые появляются через каждую 10 секунды. Они имеют случайный угол поворота, то есть rotation between two constants, и размер 4. Их время жизни 15 сотых секунды. И вот само собой я выбрал материал Thread. Это particle additive материал, не blended. Потом я добавил им изменение цвета со временем. То есть изначально он непрозрачный, и под конец жизни цвет становится полностью прозрачным. И также добавил size over lifetime. Тут, кстати, можно поэкспериментировать и посмотреть, как будет с разными кривыми и с разными настройками цвета. То есть можно изначально сделать синий цвет, под конец фиолетовый, как кому будет лучше. Следующий компонент эффекта — это вот такая одна частица, которая живет 1,5 секунды. Для нее я оставил все те же самые настройки. Следующий компонент — это вот такие искры, которые начинают лететь в центр лука с половиной секунды. Это партиклы, которые появляются в форме сферы. Чтобы они появлялись на краях, я выставил им радиус thickness на 0,1. Можно выставить и на 0, можно выставить на 0,2, кто как захочет. Также радиус я поставил 1.5. И я их создаю с помощью бурста. То есть я создаю одну частицу 40 раз через интервал 0,02 секунды.
Потом я добавил им скорость, только отрицательную, чтобы они летели внутрь. То есть вот минус 7, допустим. И также я сделал их вместо billboard, сделал stretched billboard. Для них я использую обычную текстуру точки. Следующий и самый сложный компонент в эффекте это вот такие трейлы. Для этих трейлов нужно создать специальную модель, и в этом поможет Blender. В Blender нужно создать кривую и перейти в режим редактирования. Нужно переместить вот эти точки так, чтобы из них получился красивый трейл. Последняя точка должна оказаться в центре. Вот у меня вышел вот такой трейл. Думаю, он получился достаточно хорош. После чего нужно перейти в обычный режим редактирования, нажав кнопочку Tab, и добавить еще один трейл. И в этом трейле нужно перейти во вкладку вот эту зелененькую и нажать Resolution Preview, то есть выбрать вот это значение, поставить его на 1. После чего выбрать боковые трисы и удалить их. Нужно сделать так, чтобы осталось 2 по бокам и 1 в центре. После чего снова перейти в обычный режим, нажав кнопочку так, выбрать главный трейл, перейти в вкладку Geometry, Bevel и вот этой вкладке выбрать второй трейл. И вот уже создался вот такой трейл с основного. Потом нужно перейти, мне кажется, что края сильно широкие, поэтому нужно перейти во второй трейл и изменить размер Size, то есть выбрать все через кнопочку А, Size, и перетянуть стрелочку. Вот, мне кажется, такой размер вполне нормальный. После чего нужно еще раз копировать главный трейл. Вот, почему-то он скопировался 2 раза. Это из-за того, что я все делаю в Edit моде. Так. Удалю. В обычном режиме редактирования нужно копировать. Раз, скопировал. Угу. Оно сохранилось вместе со вторым трейлом. И тут второй трейл нужно повернуть на 90 градусов по оси Z. То есть выбрать Rotate Z 90. И вот получился вот такой двусторонний трейл. После чего нужно выбрать главный компонент. Для этого перейти в режим обычный. И сделать вот такие действия. Object Convert to Mesh. То есть вместо трейл создаем Mesh. И сделать это то же самое с первым мешем. Object Convert to Mesh. И удалить ненужные вот эти трейлы, которые нужны были для создания формы. Теперь нужно создать UV-развертку для трейлов. Для этого выбираем первый компонент и переходим в UV Editing. Выделяем все и нажимаем U Unwrap. Я использую в Blender плагин UV Squirrels. Вот он, включенный у меня. И поэтому вот плагин можно скачать бесплатно в интернете для Blender. Он как раз подходит для последней версии. И этот плагин помогает сделать UV-развертку прямой. То есть я нажимаю Alt-U или Alt-E. Вот, Alt-E, правильно. И вот получился вот такой ровный меш. Далее этот меш нужно растянуть по форме UV-развертки. И вот так. То же самое нужно проделать и со вторым трейлом. Потом
оно сохраняется UV-развертка, потом выбрать первый трейл, второй и нажать Ctrl-Join, объединить. Главное, чтобы UV-развертка обоих трейлов совпадала, то есть чтобы не было такого, что один направлен влево, один вправо, или один там влево, один вниз. То есть их UV-развертка должна совпадать. Но это еще не конец. После того, как вы сохранили UV-развертку, нужно перейти в режим редактирования и выбрать вот эти края трейлов. Включить галочку Proportional Editing и выбрать кривую Sharp. После чего нажимаете Size и ставите потом размер на 0. Так можно просто сузить концы вот этого трейла. Size 0. И после чего сохраняете эту модель и импортируете в Unity. И я не просто так сказал, что трейл это самая сложная часть эффекта, потому что для них нужно еще создать один шейдер. В шейдере все по стандарту. Это Particles Alpha Blender Shader. Тут есть вот две текстуры, которые примножаются. Цвет и Vertex цвет для изменения цвета в системе частиц. Но я им добавил еще вот такую вот цепочку для того, чтобы передвигать текстуру по объекту. И это все я добавляю в UV-развертку. И сейчас я покажу, как оно работает. Вот, допустим, есть модель самого трейла. Наверное, уменьшу ее размер. Вот такая вот модель. Все, как я показывал, как создать в блендере. И добавлю ей материал самого трейла. Вот он. И с помощью вот этих слайдеров я могу передвигать вот этот трейл по текстуре. Но тут такой нюанс, что я заменил вот эти слайдеры значением в системе частиц. То есть, чтобы не делать это с помощью анимации, я двигаю их с помощью системы частиц. Я вместо вот этих значений добавил еще им значение v и t UV координат. И изменять эти значения можно с помощью кастом даты в шейдере, который я подключил через кастом XY текстурной координаты ZV. Вот, выбрал вот так. И добавил вот эти значения для управления движением трейлов. Сейчас обратно изменю настройки трейла. Вот. Я их двигаю с помощью кастом даты. Также я добавил им прозрачность в конце и в начале, чтобы они плавно появлялись и исчезали. Выбрал цвет и выставил Start Rotation от 0 до 360 и включил режим 3D. Я им добавил форму сферы, но этот компонент можно просто отключить. Еще я делаю появление 10 трейлов через каждые 0,06 секунды. Вот так устроены эти трейлы. И, кстати, Render Alignment я им выставил View. Они вращаются за камерой. Можно выставить, конечно, Local, как кому будет лучше. Следующий компонент эффекта это вот такая текстура вспышки, которая появляется под случайным углом от 0 до 360 и живет 0,7 секунды и имеет размер 3. У нее следующая настройка. Это одна частица, которая выставил максимальный размер 4, чтобы она не отдалялась при приближении камеры. Также я выставил ей значение Sorting Fudge на 1, чтобы переместить на задний план. Само собой, это одна частица, которая появляется вот под конец эффекта. Для нее я выставил
Color over Lifetime. Ее цвет со временем становится полностью непрозрачным, а вначале она полностью прозрачная. И также я добавил этому компоненту Size over Lifetime. Размер со временем увеличивается, а потом под конец жизни уменьшается. И выходит вот такой вот интересный эффект. Чтобы сделать эффект еще более интересным, я добавил ему вот такое вот мигание. Это обычная частица точки, которую можно запросто нарисовать в фотошопе всего одним кликом мышки. Максимальный размер я выставил 32, чтобы она не отдалялась при приближении камеры, так как она имеет очень большой размер, само собой, и тут значение тоже очень большое. Это частицы, которые появляются со случайным размером от 2 до 3 единиц и имеют случайный цвет от голубого к синему и живут 1/10 секунды. Появляются таких вспышек 15 штук через 1/10 секунды. Я им выставил Size over Lifetime, их размер со временем уменьшается, и Color over Lifetime, их цвет со временем становится полностью непрозрачным. Это добавляет вот некой изюминки эффекту. Еще я добавил вот такую вот вспышку в конце для усиления эффекта выстрела. Для нее я использую другую текстуру, а работает она по схожему принципу, как и первый компонент. Следующая часть этого эффекта — это вот такие два круга, размер которых со временем уменьшается. Для них я использую вот такую вот текстуру. Ее можно нарисовать самому, а можно запросто найти в интернете, забив в Google Shockwave. Живут эти сферы 0,7 секунды, имеют случайный размер и случайный угол поворота. Цвет я им выставил такой, наближенный к фиолетовому. То есть и не синий, и не голубой. Само собой, их размер со временем уменьшается, это вот такая вот стандартная кривая. И прозрачность со временем увеличивается, то есть, уменьшается. Самый последний компонент эффекта делает его очень интересным. Это вот такие трейлы с искажением. Они не искажают пол, а искажают именно текстуры, которые находятся близко к нему, из-за того, что Distortion Power стоит вот такое вот минимальное значение. Если выставить больше, оно будет искажать все остальное. Я сейчас не буду показывать, как сделать эту часть эффекта, потому что я это делал в своем предыдущем ролике про магическую ауру селения, в котором я показал, как сделать этот эффект сначала и до конца, то есть как сделать модель, текстуру и шейдер. Вот переходите на мой канал и смотрите это видео. Эти частицы появляются 4 раза через каждые 0,25 секунды. Они имеют случайный размер от 2 до 3 единиц, также случайный угол поворота и цвет. Живут они 0,7 секунды. Их прозрачность и размер со временем уменьшаются. С этой частью эффекта все, и давайте перейдем к следующей. Со следующей части эффекта все очень просто. Это стрела, которая появляется в начале. Ее размер со временем увеличивается с помощью вот такой кривой. Она имеет Render Alignment Local, появляется на половине секунды. И это вот такая вот моя модель плейна. Вот. Такая вот модель простая, с простой текстурой стрелы. Также при самом выстреле стрелы появляется вот такой дым в форме конуса. Я выставил Mode Burst Spread, чтобы дым появлялся равномерно. Это 10 частиц дыма, которые как раз появляются в момент выстрела стрелы. Они имеют скорость от 10 до 40 единиц и случайный размер от 1 до 1,5 и случайный угол поворота. Чтобы их тормозить, я выставил Limit Velocity over Lifetime, значение Damped 0,3. Еще я им добавил Force 0,5 единиц, чтобы они летели вот как раз в сторону от лучника. То есть я им выставил не только скорость тут, а еще вот Force вот здесь. Их прозрачность со временем уменьшается. То
То есть они сначала вот полностью непрозрачные, потом, то есть полностью прозрачные, потом непрозрачные, и в конце жизни они опять становятся прозрачными. Подобным образом я сделал и искры, только для них я выставил render mode stretched billboard. И speed scale и length scale я изменил с двоечки на минус 2, и тут выставил 0.15, чтобы из-за скорости они становились быстрее. То есть перед тем, как тормозить, их скорость большая, поэтому они становятся длинными из-за вот этого значения speed scale. И под конец они становятся вот более кругловатыми. Также их вот размер со временем уменьшается. Я не использую цвет со временем, а использую размер со временем. Вот такую вот кривую. И последний компонент это вот такой вот plane с кругом, который как бы создает взрывную волну от выстрела. Теперь самый последний эффект, эффект попадания. Сейчас я не буду детально объяснять, как его сделать, потому что я его сделал из частей, с которых состоит сам эффект выстрела. Это вот такая вот стрела с искрами. Также я этому попаданию добавил distortion, то есть вот эти трейлы, которые я использую в прошлом эффекте. Круг, который уже не уменьшается, а увеличится со временем, и со временем становится полностью прозрачным. То есть вот size over time и цвет со временем. Это само собой одна частица, которая живет 15 сотых секунды. Также я добавил вот такую вот вспышку. Сейчас это не видно, видно вот только в начале. Еще одну вспышку. Это вот такая точка. Еще одни искры, только уже более синие. Тут уже я выставил радиус сферы на 0, emission 5 вот этих частиц. Сейчас давайте подвину эффект. Цвет я оставил как и было, как это было в эффекте сбора энергии. То есть я взял вот эти частицы и переделал. Чтобы они летели с центра, я просто изменил радиус сферы на 0 и выставил им скорость от 5 до 15 единиц. Также я добавил им при торможении с помощью значения dumped 0,1 единицы. Еще я добавил вот такой вот дым при попадании, который тоже разлетается в форме круга и под конец становится прозрачным. Можно использовать любую текстуру дыма. Само собой добавил, то есть нет, не само собой, просто вот добавил трейлы. В принципе, мне кажется, что без них даже было бы лучше. Они как-то не вписываются, но я еще этот эффект буду переделывать. И еще одни искры такого белого оттенка. Я специально не показывал, как сделать эффект попадания, потому что хочу, чтобы вы просто поэкспериментировали, а не тупо повторяли за мной. Поэтому вот делайте эффект как вашей душе угодно. Возможно, у вас получится даже лучше, чем у меня. Этот эффект, если вот вы не заинтересованы в том, чтобы учиться вот делать эффекты, а вам просто нужен он для вашей игры, вы можете скачать его у меня на Патреоне. Как раз с контроллером лучника и вот это, вообще вот с этой полностью с готовой сценой, вот, что я вот сейчас показываю видео. На этом все, спасибо за просмотр и пока.